Исаакиевский собор построили великаны. В давние времена, когда Санкт-Петербург только начинал расти из болотистой пустыни в величественный город, на берегу Невы начал рождаться один из самых грандиозных проектов архитектурного искусства. Исаакиевский собор – не просто храм, но символ силы, веры и человеческого духа. Его купол виден почти из любой точки города, словно напоминание о чем-то вечном и недостижимом. Но мало кто знает, что при его строительстве использовались технологии, которые сегодня кажутся невероятными, а труд работников был похож на подвиг. Более того, существует предание, которое до сих пор заставляет задумываться. Исаакиевский собор построили великаны. История здания начинается в 1819 году, когда император Александр I решил, что в столице должно быть воздвигнуто сооружение, способное превзойти все европейские церкви. Архитектор Агюст Монферран получил задание создать не просто храм, а монументальное произведение искусства, способное выдержать испытания временем. Но как же удалось построить столь гигантское здание без современной техники? Как подняли колонны, каждая из которых весила сотни тонн? И почему некоторые историки утверждают, что масштаб работ и скорость их выполнения говорят о том, что трудились здесь существа не совсем обычные? Самый первый камень в основании будущего собора был заложен в день святого Исаакия Далматского, в честь которого и назвали здание. Строительство длилось 34 года. За это время было перевезено миллионы тонн материалов, потрачены несметные суммы денег, а десятки тысяч рабочих потеряли здоровье и даже жизни. Но самым загадочным остается факт, что для возведения собора потребовалось использовать такие массивные блоки гранита, что поднять их могло лишь оборудование, которое появилось только через 100 лет после завершения строительства. Одним из главных чудес Исаакиевского собора являются его колонны. Каждая из них достигает 18 метров в высоту и весит около 170 тонн. Перевозка этих исполинских каменных столпов из Вишневского карьера на Урале была сама по себе подвигом. Для этого были построены специальные деревянные платформы, которые катились по рельсам, сделанным из бревен. По рекам эти глыбы спускались на плотах, иногда разбиваясь о скалы. Но даже тогда, когда они достигли Петербурга, возникал вопрос, как поднять такую массу на высоту колоннады? Любопытно, что инженеры того времени разработали сложную систему блоков и лебедок, но даже при этом требовались усилия, превышающие возможности обычных людей. Тогдашние записи указывают на то, что на участке работ находились люди огромного роста, о которых сохранились лишь отрывочные упоминания. В документах того времени встречается выражение «люди, чьи головы скрывались в облаках». Неужели это были великаны? Еще одной загадкой является устройство внутреннего пространства собора. Потолки расписаны фресками, изображающими сцены из Евангелия. Одна только центральная композиция «Благовещение» занимает площадь целого дома. При этом каждый элемент интерьера кажется частью единой идеи, где все продумано до мелочей. Особенно впечатляют мозаики, выполненные из полудрагоценных камней. Работа над ними шла годами, и строители использовали метод, который сегодня считается утерянным. Как можно было создать такие детализированные изображения без современных инструментов? Как удавалось добиться такой точности в цветовых переходах и световых эффектах? Некоторые исследователи уверены, что секрет заключается в особой подготовке мастеров, которые передавали свои знания из поколения в поколение. Другие же, более смелые теоретики, предполагают, что именно великаны обладали пониманием масштабов, необходимых для работы с такими объемами. Ведь человеку среднего роста сложно представить, как правильно расположить фигуры в трехмерном пространстве, если ты находишься внутри огромной конструкции. А вот существо, чей рост превосходит человеческий в несколько раз, могло бы легко оценить перспективу и пропорции. При осмотре фасада собора можно заметить, что рельефы и скульптуры отличаются необычайной детализацией. На колоннах и стенах изображены ангелы, святые, аллегорические фигуры. Все они выполнены с таким мастерством, что кажется, будто они вот-вот оживут. Но как такое возможно, если мы знаем, что в то время не было ни лазерного оборудования, ни компьютерного моделирования? Только резец, молоток и глазомер. Однако глазомер должен быть идеальным, чтобы создать такие пропорции. Возможно ли,
чтобы обычный человек смог повторить этот уровень точности. Интерес представляет также технология изготовления купола. Он покрыт медью, которую затем покрыли слоем золота. Это делалось для того, чтобы купол сиял на солнце и был виден издалека. Но как прикрепили металлические пластины к поверхности купола? В те годы не существовало мощных кранов или авиационной техники. Существует легенда, согласно которой для этой цели использовались специальные подъемные механизмы, управляемые людьми необычайной силы. Эти люди, по некоторым данным, жили в отдельных бараках и почти не общались с остальными рабочими. Они были высокими, молчаливыми и никогда не снимали своих кожаных перчаток. Что скрывалось под ними, никто не знает. Также вызывает удивление и система отопления и вентиляции, которая функционирует до сих пор. Даже в самые холодные зимы температура внутри собора остается комфортной. При этом никаких современных отопительных систем тогда не существовало. Все было основано на принципах естественной циркуляции воздуха и тепла. Как же удалось рассчитать параметры таких каналов? Современные ученые, изучая вентиляционные системы собора, говорят, что их эффективность поражает. Некоторые из них проходят через стены толщиной в 2 метра и выходят наружу так, что даже ветер не нарушает тишины внутри. Кроме того, надо упомянуть о знаменитой колонне в центре собора. Она не является опорой, а служит декоративным элементом. Но ее наличие имеет глубокий символический смысл. Она олицетворяет собой связь между землей и небом, между материальным и духовным. Интересно, что в плане собора эта колонна расположена точно по линии, проходящей через вход и алтарь. Такое расположение не может быть случайным. Кто же руководил этим процессом? Какие знания использовались для достижения такой точности? Существует еще одна загадка. Это подземная часть собора. Под ним расположен целый лабиринт помещений, где раньше хранились материалы для реставрации и инструменты. Но в некоторых записях упоминается, что в этих подвалах жили странные люди, которые никогда не поднимались на поверхность. Они якобы следили за состоянием фундамента и выполняли какие-то ритуалы, направленные на сохранение целостности здания. Возможно ли, что эти существа были потомками тех самых великанов, которые помогали строить собор? Не менее интересен и тот факт, что во время войны Исаакиевский собор не был поврежден. Ленинград был окружен, но снаряды как будто обходили его стороной. Некоторые горожане верили, что это благодаря молитвам, другие же считали, что в дело вступила некая защитная сила, связанная с самим зданием. После войны, когда власти хотели закрыть собор, многие жители вышли на улицы, чтобы защитить его. Именно тогда впервые прозвучала фраза «Этот храм построили не люди, а великаны». Он стоит не просто на земле, он стоит на памяти веков. Интересно, что в соборе есть место, куда нельзя попасть. Некоторые двери заперты на старинные механизмы, ключи от которых давно утеряны. Есть предание, что за одной из таких дверей находится комната, где хранится книга с записями всех событий, происходивших в соборе с момента его создания. Эта книга якобы содержит не только историю, но и описание тех, кто на самом деле строил храм. Если это правда, то она может перевернуть наше представление об истории архитектуры. Но почему же о великанах почти ничего не известно? Почему официальная история не принимает эту версию? Возможно, потому что в эпоху, когда строился собор, идея существования других форм жизни казалась абсурдной. Люди предпочитали видеть в истории только то, что соответствовало научному пониманию мира. Однако сегодня, когда мы знаем о существовании древних цивилизаций, которые оставили после себя памятники, невозможные для своего времени, мы можем позволить себе задуматься, а могло ли быть так, что на заре нашей истории рядом с людьми жили великаны? Исаакиевский собор – это не просто место молитвы. Это живое воплощение тайн, которые ждут своего открытия. Это памятник не только вере, но и загадке. Он выглядит как напоминание о том, что мир намного сложнее, чем мы думаем. Он говорит о том, что в далеком прошлом существовали существа, чья сила и знания превосходили наши. И, возможно, именно благодаря им мы сегодня можем любоваться одним из величайших архитектурных чудес мира.
Поэтому, если вы хотите узнать больше, если вас привлекают загадки прошлого, если вы чувствуете, что в мире еще много неизведанного, отправляйтесь в Санкт-Петербург. Посетите Исаакиевский собор. Посетите его просторные залы, поднимитесь на купол, посмотрите на город с высоты. И тогда, возможно, вы услышите тех, кто когда-то строил это чудо. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.